Я немножко говорю шепотом, потому что Дима спит. Возьму с собой рисик, который я приготовила. Немножко здесь оливок и банан в виде перекуса. Я думаю, будет мне достаточно. Все, выезжаю уже. Что касается моего режима, то на самом деле все очень печально, потому что мы то снимаем постоянно ролики, ночью уходим в тренажерный зал, то еще что-то. Постоянно, в общем, сбивается наш ритм сна. Поэтому сейчас в 8 часов утра мне было настолько сложно встать, что я уже думала отказаться и лечь уже обратно спать. Сейчас нужно, в общем, поехать немножко по делам, там поездить по Москве. И потом днем в 3 часа дня меня ждут в офисе, будут снимать небольшой там ролик для канала «Россия-1» или Первый канал, вот я не знаю, это одно и то же, ну вот «Россия-1», там единичка такая, то есть что-то хотят там снять, не знаю, стоит оно того, чтобы ехать туда, то есть я никогда не стремилась попасть на телевизор, для меня это ничего такого сверхъестественного нет, как все мечтают попасть туда, просто будет, знаете, вот знаете, невозможно понять, классно это, хорошо это или плохо, пока не попробуешь. Ну, посмотрим, в общем. Я опять решила немножко похомячить. Ой, ну утром можно. Кушаю я лимонный кексик. Я его немножечко расчленила, чтобы было удобнее кушать. У меня так, иногда трансляция, когда я тренируюсь жестоко, иногда трансляция, когда я ем. Пояс, если вы не поняли, такой как бы для талии, как бы. Многие думают, что он делает талию. На самом деле он просто включает косые мышцы пресса и просто не дает их задействовать. Правда, только один прием пищи. Плохо, что он закрывается как на 2 приема пищи. Но это я попозже буду кушать. У меня здесь вон рисик с куриной грудкой и немножко оливок. Так, ребят, ну что, уже прошло довольно-таки длительное время после того, как я уже поделала свои дела. Сейчас приехала на Цветной бульвар, и я здесь долго искала какое-то кафе, чтобы немножко подзарядить телефон. Единственное, что я нашла, какой-то безумно дорогой ресторан, как я это уже поняла, когда зашла туда. Мне пришлось там заказать чай, который стоил, чтобы не соврать вам, 450 рублей. Так что мне пришлось немножко там посидеть. Я попила этот злосчастный чаек. Очень, конечно, себя некомфортно чувствовала в таких ресторанах, потому что я человек простой, в общем. А там все, конечно, настолько все fabulous, все так шикарно. Поэтому я еле-еле досидела это время. И сейчас опять иду, в общем. Итак, я решила сейчас приготовить шарлотку творожную. Тесто у меня будет на основе творога, яичек, овсянки. И еще у меня будет мука такая группового помола. И еще, наверное, добавлю я мак. Ну, в общем, опять же, будет у меня какое-то творчество. Яблочки тут уже приготовила. Сейчас все порежу, помою и буду готовить. Так, у меня сейчас будет такой небольшой перекусик, и я решила сделать себе рыбку такую вот на пару. Это не помню, что за рыба, честно говоря. И нут. Рядышком у меня еще немножко горчицы
и редиски. Я сделала вот этот рецепт, все как я это делала для видео, что с собой брать в контейнерах, то есть у меня есть отдельный ролик по этому поводу. И я так немножко проанализировала свой рацион, что у меня есть, чего мне не хватает. Мне кажется, что я вообще в последнее время очень мало и редко ем рыбу в любом проявлении, поэтому я начала как-то немножечко рыбу употреблять в своем рационе. Мне кажется, это должно быть у всех хотя бы пару раз в неделю, вот реально пару раз хотя бы. Я сделаю сейчас себе маску для волос, да, не пугайтесь, это для волос. В этих ампулах у меня комплекс витаминов, если я не ошибаюсь, B1, B6, B12, если что, я исправлю. И вот такой вот мильгалма, господи, язык вывернешь. В общем, выкупила в аптеке, посоветовала мне также парикмахерша, и делать вместе с каким-то основным маслом. Вот сейчас у меня разогревается на огне, уже надо выключить, льняное масло, немножко подогрею его и добавлю одну ампулку вот таких вот витаминов. Буду втирать их в кожу головы, подержу где-то 3-4 часа, смываю, и вот такой вот курс я делаю хотя бы раз в 1,5 недельки. То есть пока, конечно, не могу рассказать о результатах, потому что еще только 2-й раз делаю, но как только обязательно вам расскажу, как помогает мне или нет. Уже 2 часа ночи, и мы решили попариться в сауне. Мы вообще такие любители ночных походов в сауну, в тренажерный зал, но не из-за того, что нравится ночью заниматься, а потому что меньше людей, легче всего снимать. И сейчас поставлю телефон свой на зарядку, потому что он у меня сейчас вырубится уже. И пойду еще немножко попарюсь. Моя любимая сауна — это хамам. Я не знаю, выставила я еще или я еще не сняла его видео про сауны, и если это так, то обязательно кликайте сюда, я там рассказываю про сауны, про пользу, про мифы, так что, если кому интересно, конечно. Все, мы пошли париться. Вытащила я пирог, очень легко он отстал от формочки, и, кстати, очень интересно получилось. Попробуйте, кстати, неплохой вариант, чтобы сделать вот такую пропитку из мака, то есть одно тесто творожное, потом такая пропитка из мака, и потом уже яблочко я помазала сметанкой. Очень хорошо пропекся. Я сейчас его порежу, чтобы посмотреть, как там начинка получилась, ну а кушать уже будем завтра утром. Делаю я себе сейчас казинчик и еле-еле заставляю себя его пить, потому что мне просто безумно не нравится этот вкус. Я как-то, когда заказывала его, думала, ой, классно, там какое-то мороженое шоколадное. Вроде бы так оно и называется, якобы мороженое шоколадное. На самом деле оно очень быстро приедается, этот вкус. И более-менее нормально его пить, конечно, с молоком. Поэтому я буду молочком, наверное, его разбавлять. 0,5%. С водой, конечно, можно набодяжить, вот такую вот, где-то практически полный стакан я наливаю, но это не так вкусно, как с молочком. В общем, я точно знаю, что такой вкус я уже больше не буду заказывать, и если буду заказывать протеин или вообще казин какой-то, то, мне кажется, ванильный вкус, вообще, если вы будете первый раз заказывать, берите всегда ванильный. Или какой-то совершенно нейтральный вкус, точно не с какими-то ягодами, точно не шоколадный особенно, и какие-то другие, потому что они приедаются, и потом, ну, очень не хочется их пить. Поэтому сейчас сделаю, выпиваю и пойду спать, ребята. Ну, а с вами прощаюсь, встретимся с вами завтра. Всем удачи, пока-пока.